Всем привет! Меня зовут Наталья. Вы смотрите канал Practical Russian, где мы изучаем русский язык. В этом видео я хочу рассказать вам о своей поездке. Я хочу рассказать вам, как я каталась на лыжах. Сегодня мы будем изучать глаголы движения. Ехать, приехать, проехать, уехать. Вы знаете разницу? Во второй части видео я объясню вам разницу. Поэтому я рекомендую вам посмотреть это видео до конца. К видео будет транскрипция. В транскрипции будут эти глаголы движения. Ссылка на транскрипцию будет под видео. А сейчас лыжи. Как это было? Поехали! Сейчас зима, на улице идет снег. Сейчас довольно много снега на улице. Я люблю зиму. И в то же время я не очень люблю зиму. Зима в городе не очень красивая. Снег грязный. В центре города мало снега. Обычно они чистят снег в городе. Поэтому в городе не очень красиво зимой. Зимой красиво в лесу. Зимой в лесу все белое и очень-очень красиво. Мне нравится зимой за городом. И недавно мы ездили за город. Мы Таня, ездили скажи туда привет. с друзьями. Мы ездили за город на машине. Мы ездили кататься на лыжах. И сегодня моя история о том, как я каталась на лыжах. Это специальное место, где люди катаются на лыжах. Там есть трасса, там есть трассы, где можно кататься на лыжах. Это не очень далеко от города. Мы ехали туда 30 минут, и мы ехали обратно тоже 30 минут. Эта трасса находится недалеко от города. Эта трасса находится 30 минут от города. Если вы уже неплохо знаете глаголы, вы можете использовать мои истории. Это короткие истории. В этих историях есть диалоги и разговорные фразы. Так вы можете улучшить свой разговорный русский. Ссылка на эти истории будет под видео. Вы можете слушать их, там есть аудиофайлы, вы можете читать их и делать упражнения. Если вы еще не очень хорошо знаете русский язык, у меня для вас бесплатный файл. Там 150 полезных фраз, как что-то спросить, как заказать еду в ресторане. Файл бесплатный, вы можете получить его, ссылка под видео. Сейчас продолжаем. Мы поехали туда утром, мы позавтракали и поехали туда. Мы приехали туда в 10:40. Мы взяли лыжи в аренду. Мы арендовали лыжи. Мы взяли лыжи с ботинками. Аренда стоила 600 рублей. Это примерно $6. Мы арендовали лыжи с ботинками. Мы надели специальные ботинки. Мы взяли лыжи с палками. И в 11 мы уже стояли на трассе. В 11 часов мы уже были готовы. Мы приехали туда в 10:40, и в 11 мы уже были готовы. В 11 часов мы уже стояли на старте, и мы поехали по трассе. Мы начали движение. Это было немного трудно сначала. Я не знала, как правильно ездить на лыжах. И мы
поехали по трассе 1 километр. Сначала мы выбрали трассу 1 километр, и мы быстро проехали ее. Мы проехали этот километр очень быстро, и мы вернулись к финишу. Мы тренировались. Да. Мы проехали трассу, мы вернулись к финишу, и потом мы решили выбрать трассу подлиннее. Мы поехали по трассе снова, и там был выбор: или 3 километра, или поехать к озеру. Мы решили доехать до озера. Кажется, эта трасса была 4 или 5 километров. Эта трасса была 5 километров в одну сторону, и мы поехали по этой трассе, мы поехали по длинной трассе 5 километров. Ой, мне было даже жарко. Мы ехали по этой трассе, я не знаю сколько, час. Мы ехали туда 1 час. Ой, сначала мне было трудно, потом мне было легче. И ближе к озеру там были небольшие холмы, не знаю, трасса шла в лесу, но потом ландшафт был не очень ровный. Это было трудно. Но мы доехали до озера, мы достигли цели, мы доехали до озера, там мы сделали несколько фотографий, и на трассе было довольно много людей. Мы сделали там несколько фотографий, и мы поехали обратно. Мы хотели вернуться. Обратно было ехать труднее. Когда я ехала обратно, я ехала медленнее, чем туда. Я уже немного устала. Моя подруга ехала быстрее, я ехала медленнее. Я останавливалась иногда. Ой, и обратно, я думаю, я ехала 1 час 30 минут. Я думаю, что я ехала обратно 1,5 часа. Я делала видео, я делала фотографии. И в конце концов я доехала до финиша. Я немного устала, и когда я ехала обратно, я несколько раз упала, но я доехала до финиша. Моя подруга была уже там, и потом мы вернули лыжи, мы вернули ботинки, мы все вернули, и мы уехали оттуда, мы поехали домой. Мы вернулись домой, и это была чудесная поездка. Мне очень понравилась эта поездка. Мы хорошо отдохнули, там был свежий воздух, там было много снега, там был лес. Мы чудесно покатались на лыжах, мне понравилось, и это был мой первый опыт. Я каталась на лыжах в детстве, у меня были деревянные лыжи, я каталась несколько раз в лесу, я каталась в парке. Сейчас это был мой первый раз, и мне понравилось. Сейчас я хочу объяснить глаголы движения. Ездить значит на транспорте. У меня есть видео на канале, где я даю много примеров. И я использую только глагол ездить. Видео будет здесь. Ездить значит на транспорте и значит туда и обратно. Когда вы делаете это регулярно, вы ездите куда-то, ездить за город. Да? Мы ездили за город, туда и обратно. Мы ездили в выходные. Следующее. Ехать. Ехать значит в одну сторону. Когда это процесс. Вы едете сейчас куда-то, да? Вы едете в одну сторону. Ехать. Приехать. Значит, вы были в одном месте, сейчас вы в новом месте, вы приехали. Значит, вы поменяли место, и вы приехали на транспорте. Поехать. Поехать значит начать ехать. Поехать значит начать движение. Вы дома, и вы поехали
куда-то. Значит, вы сели в машину и начали ехать. Вы поехали. Проехать. Проехать значит, вы были в одном месте, а сейчас вы в другом месте, и вы проехали это расстояние или это время. Какой-то результат вы получили, вы проехали сколько-то. Доехать. Доехать значит, когда у вас есть цель, и вы доехали до места. Например, доехать до работы. У вас цель, и вы доехали до работы. Уехать. Уехать значит, вы в каком-то месте, и вы больше не там. На транспорте вы уехали оттуда. Например, вы были в магазине, вы уехали из магазина в 2 часа дня. Вы больше не в магазине, и вы сделали это на транспорте. Все эти глаголы значит на транспорте. Лыжи это тоже транспорт. Когда мы говорим кататься на лыжах, кататься на коньках, кататься на сноуборде, кататься на серфе, это для удовольствия. Кататься на качелях. Дети катаются на качелях. Кататься на велосипеде. Ребенок катается на велосипеде для удовольствия. Когда мы говорим ездить на велосипеде, значит у вас какая-то цель. Вы используете это средство движения как транспорт. Вы используете велосипед. Например, качели мы говорим только кататься на качелях. Качаться на качелях. Окей. Но лыжи можно использовать как транспорт, когда у вас какая-то цель. В общем, мы катались на лыжах, потому что мы делали это для удовольствия. Но когда мы катались, мы ехали на лыжах, мы доехали до озера, потом мы ехали обратно, мы приехали к финишу, и мы уехали домой на машине. Ой, надеюсь, чуть-чуть понятно. И сейчас мои вопросы. У меня сегодня для вас 4 вопроса. Вопрос номер 1. Вы любите зиму? Вы любите зиму? А зимний спорт? А зимний спорт? Вопрос номер 2. Вы катаетесь на коньках или на лыжах? Вы катаетесь на коньках или на лыжах? Вопрос номер 3. Куда вы ездили в выходные? Куда вы ездили в выходные? Сколько километров вы проехали в тот день? Сколько километров вы проехали в тот день? Вопрос номер 4. Во сколько вы приехали туда? Во сколько вы приехали туда? А во сколько вы уехали оттуда? Во сколько вы уехали оттуда? Отличная работа! Сегодня мы изучали глаголы движения. Это не самая легкая тема, поэтому я буду делать больше видео с глаголами. У меня есть файл с транскрипциями, где все эти глаголы. Вы можете получить эти транскрипции, ссылка будет под видео. Каждое видео это урок. Когда вы смотрите видео, вы практикуете язык. Когда вы читаете транскрипцию, вы лучше запоминаете новые слова. Когда вы слушаете видео, вы слышите эти новые слова в контексте. Поэтому я делаю PDF и аудиофайлы. Ссылка будет внизу. Так вы постепенно изучаете русский язык и делаете это не скучно. В этом видео я рассказывала,
как можно постепенно улучшить свой русский язык. Я также люблю читать истории. Если вы тоже любите читать истории, у меня есть истории для вас. Ссылка под видео. Желаю вам удачи. Увидимся здесь. Хорошего дня.